Приветствую вас, друзья! Сейчас мы направляемся на водопад на реку Тосна. В каньоне реки Тосна мы были. Теперь мы увидим замечательный элемент рельефа, равнинный водопад. Это очень интересная вещь. Кстати, вот мы идем мимо сосны. Хорошо видно, что иглы на этой сосне располагаются в спиральном порядке. Спирали — это очень интересная закономерность в природе. Про них будем, наверное, еще говорить отдельно. Давайте вернемся к водопаду. Водопад равнинный, интересная история его происхождения. Я где-то в интернете читал, что это самый широкий водопад в Европе. Не знаю, верить этим фактам или нет. Не думаю, что кто-то серьезно задавался вопросом ширины всех водопадов в Европе. Но на этом водопаде, наверное, ширина одна значимый элемент. Водопад ниагарского типа, ширина выше, намного больше высоты. Но в отличие от горного водопада, интересна его история. В горах, как вы понимаете, возникновение водопадов оно довольно простое. Ставят ледники с вершин, рвутся ручьи, ущелья. На равнине все по-другому. Подумайте, кстати, сами немного над такой гипотезой, почему на равнине может возникнуть водопад. Вот мы уже слышим шум воды. Сейчас попробуем подойти поближе. Перед нами водопад. Река Тосна в этом году довольно сильно измельчала. Измельчение, скорее всего, не связано с погодой. По большому счету, скорее всего, ведется отбор воды, может быть, мелиорация или заполнение прудов где-то в верховьях этой реки. Река длинная, около 100 километров. Проверить, где ведется отбор, довольно просто. Достаточно открыть Google карты. Возможно, мы этим займемся. А сейчас спустимся вниз, поближе к воде. Вот, ребята, мы спустились вниз. Видно, что к нам присоединился собаки. Две собаки, одна из них вот эта серенькая, нам уже знакома. И мы давайте посмотрим, что мы здесь видим. У нас спиной шумят ручьи реки Тосна. Хорошо видно, что вода немножко желтоватая. Это все учесть, что струя тонкая. Если мы сюда приедем в паудах, вы видите, что она цветом напоминающего клад. Хорошо видно многочисленные слои известняков, в которых при должном навыке можно найти даже остатки морских животных. Попробуем их сегодня поискать. Хорошо видно бревно, на котором я сижу. Оно было принесено сюда массой воды, паводок, наверное, весной. Видите, бревно большое. Скорее всего, это тополь, так как оно, видите, поросло веточками. По идее, это бревно можно посадить и получить снова большое, хорошее дерево. И я думаю, здесь мы не сможем найти в камнях каких-то интересных находок, потому что здесь ходит довольно много людей, студентов и школьников, знающих людей, любящих горное дело и горные породы. Мы попробуем подняться чуть выше водопада, и там уже приступить к нашим поискам. Туда люди ходят уже намного меньше, там спокойней. Я думаю, нас там будет ждет удача в наших исследованиях. Пойдемте наверх, тихонечко. Ну, давайте, друзья, попробуем перейти на ту сторону водопада, посмотрим, как это получится.
Да, в моих сапогах на ту сторону не перейти, нужно побольше. Ну, пойдемте, ребята, вдоль каньона реки Тосна. Сейчас попробуем дойти до мест, соответственно, залегания Тош. Известняка, который еще никто не щупал из знающих людей. Вот мы выходим, вы видите, камни. Камни здесь везде. Поют цикады, кузнечики. С нами идет замечательный друг, маленький ушастый. Слышен звук воды. Вода здесь тоже перекатывается. Кстати, вот так вот выглядят трилобиты, ребята. Видите, обломки трилобитов уже стали попадаться. Но попробуем найти что-нибудь более интересное. Сейчас пойдем. Еще, наверное, отсюда отойдем. Вот. Заходим мы в кусты. Хорошо виден водоем с правой стороны. Этот водоем изолированный. Весной соединяется в одну реку, а потом, видите, появляются старицы. В таких старицах могут застревать щуки. Как такой старицу щуку могут поймать даже дети. Пройтись по берегам, постучать. Пойдем еще вдоль реки некоторое время. Видите, попадаются уже валуны. Валун — это обкатанный гранит, в основном следы ледников. В гранитных камнях остатков морских животных нет, потому что гранит — это бывшая магма. Как вы понимаете, в магме, в вулканах жить, наверное, никто не может. Стерильные радиоактивные породы. Давайте еще немного пройдем. Впереди я вижу уже места, где мы с вами задержимся. Прекрасные выходы слоев известняка. Пойдемте к ним поближе, подойдем. Прекрасная погода, были дожди. Сейчас солнце. Радуются все, и птицы. У них есть возможность ловить комаров и комары. У них есть возможность пить нектар. Ой, не нектар, а растительный сок. И птицы покрупнее. Хищники, соколы, которые ловят птиц поменьше. Сейчас подойдем к реке и пойдем вдоль реки. Видите, довольно интересная здесь растительность, ядовитые растения стоят. Некоторыми из этих растений был хорошо знаком Сократ. Мы, пожалуй, знакомиться с ними не будем. Вот у нас такой философского настроя.
Я думаю, он и не нужен. Собака захрюкала. Собака у нас захрюкала. Хотя хрюкать должны хрюшки. Странные породы у нас появились. Благодаря кинологам. Ну вот, приближаемся мы еще к одному маленькому водопаду. Это действительно водопад, а не порог. Вода падает. Они перекатываются по ступеньке дна. Таких малюсеньких водопадов получается здесь несколько штук. И мы видим то, что искали. Камни, камни и еще раз камни. Пойдем сюда, тут в сторону реки, пересекем реку. И пойдем к тем камням. Друзья, попробуем перейти реку здесь. Там у нас не получилось. Я думаю, здесь, может быть, и получится. Придется попрыгать. Ну, пойдемте. Мы с вами сейчас находимся, друзья, на правом берегу реки Тосна. Как вы видите, этот берег богат родниками. Вот за моей спиной хорошо видно вот такой железистый родник, который покрыт, по сути, бактериальным матом, вот таким железистым. Но мы сюда пришли не за железом, мы пришли за окаменевшими останками древних морских животных, и сейчас мы про них будем говорить более подробно. Давайте немножко переместимся от родника сюда. Ну, немножко напомню, ребята, что такое известняк. Известняк — это, по сути, окаменевшее морское дно, поэтому он такой плоский. Потому что, как вы знаете, на море дно плоское. И вы видите, что слоев известняка здесь довольно много. Почему это так? Потому что вечным у нас является только океан. А материки, моря, они разрушаются, возникают вновь. И за несколько десятков миллионов лет на этом месте только в одном периоде, а именно в Ордовике, было 45 морей. И давайте посмотрим, кто же населял эти древние моря. Моря тогда были в южных, причем в южных полярных областях. И жили в них, например, вот такие вот животные. Давайте посмотрим вот на эту раковину. Довольно, видите, большая. Раковина это где-то в 2 раза старше динозавров. Наземной жизни тогда животных
животным миром не были представлены. Возможно, жили какие-то бактерии и первые грибы. А вот это животное уже жило. Это у нас брахиопода. Подобные брахиоподы до сих пор живут, ну, конечно же, других семейств, до сих пор живут на Белом море, например. Там их даже едят некоторые рыбаки. Видимо, с голода, не могу сказать почему, но такое я встречал. Брахиопод может быть много. Вот, например, камень. Вот в этом месте, ребята, видно, что прям вся поверхность усеяна брахиоподами. План строения у них очень похож на моллюсков, на улиток. Только такая же раковина, тоже такая же нога. Немножко они отличаются в замковой части. Как скрепляются раковины? Горизонтально или вертикально? И плоскость симметрия какая у них? У раковин. Брахиопод, она отличается от моллюсков. Она у них поперечная. Кроме брахиопод можно отыскать здесь, например, довольно крупных раковин головоногих моллюсков. Про них будем еще говорить. Хорошо видно, что раковина у нас, она довольно крупная, но в центре ее есть вот такие полости. В этих полостях жил сам моллюск. Про них будем говорить. А камень, который я вам показываю, интересен вот этим. Мы видим довольно крупную древнюю губку. Вы, наверное, знаете, что все многоклеточные животные делятся на губок и всех остальных. Вот эти губки, они в корне отличаются по своему развитию от всех других многоклеточных животных. И, как вы знаете, губки до сих пор существуют, их довольно много. Есть даже пресноводные губки, бодяги. Попробуем их тосно поискать, но они предпочитают, конечно, озера с чистой водой. Какие у нас еще тут камни есть? Давайте посмотрим. Мы отыскали, например, здесь обломок трилобита. Вот, посмотрите. Интересен он тем, что видно, что панцирь у него такого немножко коричневого цвета был. Трилобит — это древняя членистоногая. Это предок современных всех ракообразных и насекомых. Жил он 360-380 миллионов лет назад. Одно время он даже доминировал на нашей планете, но в настоящий момент все трилобиты вымерли. Их не осталось. И сейчас я вам покажу, кто же доминировал в Ордоевском море. А доминировали там головоногие моллюски. Маленькие обломчики я вам уже показывал. Сейчас мы, вот, например, конец, да, раковины. Видно, что это раковина, но она маленькая. Нельзя сказать по этому камню, доминировал он или нет. Сейчас мы подойдем к еще одному камню, где вы увидите, насколько гигантские это были животные. Пойдемте за мной. Друзья, вот мы нашли довольно крупный обломок известняка. Видите, он не разрушен. И на нем уже видно, что вот эти раковины древних головоногих моллюсков, как еще называют эндоцеросы, они довольно большие. Например, вот эта раковина, которую мы видим здесь, она идет где-то метр, и это не предел. Несколько метров были эти животные. И давайте о них я немножко расскажу поподробнее. Они действительно доминировали в Ордоевском море. Причем считается, что это были свирепые хищники. Они по плану строения очень сильно напоминают современных кальмаров, то есть голова, на котором множество венчик щупалец. Только тело у современного кальмара, оно мягкое, лишено твердой раковины. Раковина исчезла в процессе эволюции. У этих животных раковина еще существовала. Есть две теории, как они питались. Действительно были свирепыми хищниками, но какая была у них добыча? Были ли это большие трилобиты или брахиоподы, или это был маленький планктон? Дело в том, что вот эти щупальца, они были приспособлены как хватать и раковины трилобитов, так и ловить планктон. Между щупальцами могла натянута быть мембрана, и вот таким конусом он мог захватывать и прослеживать воду. Причем эти обе теории могут быть одновременно правдивы.
Давайте, ребята, вспомним мы современных хищников морских, например, акул. Есть китовые акулы, которые процеживают мировой океан и являются планктоноядным животным, как киты, например, усатые. А есть белая акула, которая с легкостью ест не только тюленей, но и, например, нападает иногда даже на людей без разбора. Также и киты. Есть у нас касатки, хищники. А есть, соответственно, усатые киты, которые, например, синий кит, самое большое морское существо, обитающее когда-либо на нашей планете. Он питается маленькими, соответственно, животными, зоопланктоном и фитопланктоном. С чем питались эти животные, сказать очень сложно. Надо, наверное, искать головную часть этих раковин, смотреть, что находится там, какие остатки там, в основном маленьких раковин, или, может быть, обломки трилобитов. Как вы понимаете, найти такой венчик щупалец очень-очень сложно. Он был мягкий. Когда такой головоногий моллюск погибал и опускался на дно, мягкие части его выедали домные животные, в том числе трилобитов. Поэтому видим только раковины и следы от их вот газовых трубок, от их тел. Видите, какие прямо вот здесь раковины, здесь раковины, здесь раковины, здесь. Вот это одна и та же раковина. Это животное доминировало в Бордоевских морях. Оно было там главным. И давайте мы еще тут один интересный камушек посмотрим. Это уже у нас будет не окаменевшее животное, это будет изменение возрастное самого известняка, геологический процесс. Друзья, вот здесь мы видим интересный камень, который, видите, испещрен такими небольшими полостями. И каждая полость обрамлена маленькими кристаллами кварца. Откуда возник здесь кварц? Вот этот камень, который мы сейчас видим на поверхности, раньше находился в многокилометровой глубине. Так близко к поверхности он подобрался за счет действия ледников, которые верхнюю часть горных пород просто как терка стерли и снесли. Вот эти кристаллики — это начало образования на самом деле мрамора. Если известняк находится под большим давлением и температурой, он преобразуется в мрамор, ребята. И здесь мы видим вот эти кристаллы, они говорят о том, что процесс уже практически начался. То есть тут уже вот этот камень очень плотный, он плотнее, чем обычный известняк, но процесс не был завершен. Потому что здесь, в северном полушарии, порода поднялась выше и, соответственно, остыла. Но посмотрите, вот какие тут довольно красивые такие друзы кристаллов кварца. Можно назвать эти еще кристаллики горным хрусталем. Это не будет неправдой. Это очень удивительно. Не часто на известняках можно найти такие большие, обширные образования кварцевого кристаллического типа. Вот посмотрите вблизи на него, и вы увидите, что это все маленькие-маленькие, интересные, красивые кристаллы.